С вами Алексей Соболев, и сегодня я вам расскажу, где лучше всего открывать сноубордический горнолыжный сезон в России, где круто можно покататься во фрирайде, начать сезон, продолжить и закончить. Погнали! К сожалению, начнем мы не с фрирайда, а начнем с крытого склона, который находится в Москве под названием Снежком. Единственный в России крытое сноуборд-сооружение. Снежком начинает работать в начале октября, уже в полную силу. В целом снег неплохой, много людей уже начинает там кататься, бешеные цены на подъемники, кто-то проводит курсы, обучение, тренировки, все в этом духе. Если вы прям совсем нетерпеливы, можно в начале октября приезжать в Москву и покататься в Снежкове. Идем дальше. Следующее место, где можно начать сезон и покататься во фрирайде уже с начала ноября, оно называется Приисковый и находится в Сибири. Там нет подъемников, можно кататься только на снегоходах и ратраках. Исключительно фрирайд, никакого трассового катания пока там нету, по крайней мере в прошлом сезоне было именно так. Ребята туда приезжают, им устраивают заброски и они катаются во фрирайде. Неплохо, довольно много снега, но слышу обратную связь от многих людей, там много пологих участков. К сожалению, рельеф очень предсказуемый, пологий, то есть нету каких-то, например, кочек, с которых можно попрыгать, лесочков там, где можно тоже прокатиться. То есть рельеф довольно предсказуемый. И мы подобрались к самому интересному месту, куда съезжаются многие фрирайд-гиды, спортсмены и просто катальщики. Это место под названием Шерегеш. Уже в середине ноября чаще всего происходит открытие горнолыжки. Чем ближе к декабрю, тем больше снега высыпает в Шерегеш. Вообще Шерегеш славится тем, что там всегда обильные снегопады, и чаще всего фрирайд сезон начинается именно в Шерегеше. Но и трассовое катание там просто превосходное, классно делают трассы, много различных и для опытных райдеров, и для новичков супер широкие трассы. Всем рекомендую это место. Но прежде чем ехать туда, ловить пухлого, надо посмотреть прогноз погоды. Потому что до декабря либо снега много, либо можно кататься только по трассам. Я уверен, что в комментариях опять посыпятся вопросы. Как добраться до Шерегеша, где там жить, там какие-то подъемники, цены на подъемники, 5-10. Давайте очень коротко расскажу про это. Как добраться? Если вы прилетаете на самолете, это Новокузнецк и Новосибирск. От Новокузнецка можно прыгнуть на такси, там скооперироваться вчетвером-втроем, и там буквально 2 часа, что ли, ехать до Шерегеша, или 3, либо прыгнуть на автобус, также вас до Шерегеша довезут. Если прилетаете в Новосиб, то проще всего прыгнуть на автобус, и вас также довезут до Шерегеша, там буквально за 8 часов. Обычно вечером люди садятся и уже к утру приезжают на гору, можно выскочить и сразу же побежать катать. 2 локации по жилью. Локация у горы, прям, либо отель, либо какие-то там апартаменты могут быть. Вышли, и прям пешочком можно до горы дойти, там буквально все в 10 минутах находится. И второе место, это уже поселок Шерегеш. От горы до поселка на такси ехать 5 минут. Там фиксированная стоимость. В поселке дешевле. Там есть квартиры, которые можно снять. Там на Авито чаще всего там сдают квартиры, имейте в виду. Либо по знакомым поспрашивайте. Ну и, например, если мы говорим про отели на территории горы, то через Booking берете, мониторите цены. Они, естественно, зависят от сезона. Меняются от сезонности и так далее. Очень развитый курорт, потому что много разных подъемников, разной сложности трассы. Чего только стоит сектор Е со своим классным спуском прям сверху донизу, широкие трассы, не сильные там уклоны. Чего стоит широкая, широченная трасса в секторе А внизу после лба. Это рай для тех, кто хочет начать кататься на сноуборде, в принципе научиться. Множество подъемников кресельных, гондольные подъемники есть. Возят вас по всему курорту, то есть классные виды вообще отовсюду, с любого места. Супер. Хочу рассказать про фрирайд в Шерегеше.
Конечно, это место прекрасное, потому что вы можете подняться на подъемнике и уже уехать там в любую сторону, какая вам интересна, зацепить курумники, лесочки или какие-то полянки более широкие. То есть вариативности очень много, просто поднявшись на подъемнике и куда-то уехав. Но вот не всегда до декабря есть много снега. Есть заброски на ратраках, есть заброски на снегоходах. Мы были, например, до начала декабря в Шерегеше, по трассам вообще уже все искатали. Мы взяли, прыгнули на ратраке и уехали в такие поля. Просто пушка. Мы даже вообще не поняли, где мы в Шерегеше. Вроде снега вроде мало. Нас отвезли буквально там на ратраке 1,5 часа, и мы уже попали в какую-то снежную сказку. И это все было в конце ноября. Кстати, это видео можете посмотреть по ссылочке в подсказке, она где-то здесь всплывет, как мы там катались на ратраках. Или в описании тоже можете глянуть. Но не все так прекрасно. По моему субъективному мнению, у Шерегеша есть два минуса основных. Первый минус – это трассы, которые могут вам наскучить. Именно фрирайд маршруты. Потому что если сравнивать Шерегеш с тем же Сочи, это абсолютно разные вещи. В Шерегеше нет такого сильного перепада высот. В Шерегеше нет такого рельефа интересного, опасного, с какими-то дропами. И маршруты, которые есть в Шерегеше, они не такие длинные, как в Сочи. То есть я прожил месяц в Геше, покатался много где, и уже под конец я начал чувствовать, что не хватает адреналина, то есть ты едешь просто сноуборд вниз, направляешь не те скорости, пологие участки, вот как-то так. Но если вы там начинающий райдер, который только начинает делать первые шаги во фрирайде, идеальное место. Если вы там среднячок, для вас тоже просто круто, супер гуд, супер гуд, я нормальная супер гуд. Но если вы опытный райдер, то Шерегеш для вас это больше как разминочное место перед сезоном. Приехали размяться, покататься и все, потом уже двигать в другое место. То есть, возможно, это можно отнести к минусу, но это мое, еще раз повторяю, субъективное мнение по поводу именно сложности трасс во фрирайде. И второй минус – это минус. Ребус для вас, ребята. На самом деле, вы купили уже все, билеты, путевку, там все, приезжайте в Шерегеш в конце декабря и минус 28. Что делать? Погода такая может сохраняться там неделю. Кататься невозможно, дышать невозможно на улице. И некоторые подъемники работают в такую погоду, не переживайте. Если вы совсем экстремал, без проблем. Такая погода может сохраняться в декабре, в январе, в феврале. То есть она может возникнуть и там продолжится какое-то время. Как одеваться при такой экстремальной температуре? Вот что нам нужно надевать в начале сезона, в середине и в конце, когда температура может быть от минус 28, а может от минус 30 до плюс 5 градусов. В этом нам могут помочь технологии, и за счет них мы сможем одеваться послойно. Сейчас расскажу подробнее, что это значит, потому что я катаюсь в ультралегкой одежде от Версты. С одной стороны, может показаться, что за модное словечко, но с другой стороны, этому есть конкретное, прямое, практичное применение. Что это значит? Например, теплая погода, плюсовая, либо там минус 5. Я вниз надеваю термобелье, а сверху надеваю куртку или комбинезон. Все, мне не жарко, у меня нету утеплителя. Я катаюсь, кайфую, я не потею и не мерзну. Мне комфортно. Холод. Минус 20, минус 25. Что я делаю дальше? Надеваю термобелье. Потом надеваю следующий слой. Это может быть флиска. Это может быть, например, легкий пуховик. И потом уже надеваю куртку или комбинезон. И также катаюсь. И не мерзну. Что из себя представляет эта технологичность? Вот все говорят, технологичность тут, технологичность там. Я постараюсь объяснить это простыми словами. Например, нам очень жарко. Наш пот и влага должны выходить через мембрану костюма наружу. И вы внутри сухие.
Вот за это отвечает такой показатель, как паропроницаемость. Чем он выше, тем лучше. Потому что вы вообще не будете потеть, у вас не будет влага внутри задерживаться. С другой стороны, у нас есть холод, у нас есть ветер, у нас есть какие-то осадки, там мокрый снег, обычный снег, дождь снаружи. И в такие моменты, конечно, не хочется, чтобы они проникали через ваш костюм внутрь. Иначе вам будет холодно, иначе вы будете мокнуть. И вот как раз таки за то, чтобы вот эти вещи не проникали внутрь костюма, отвечает такой показатель водонепроницаемость. То есть это два противоположных показателя. Насколько хорошо мембрана выводит влагу изнутри наружу и насколько хорошо она не пропускает ветер и влагу снаружи внутрь. То есть два противоположных таких показателя, которые должны быть на высоком уровне. Тогда вам будет и комфортно, вам не будет жарко, и внешние какие-то условия неприятные, они не будут вас отвлекать от катания. Лично я протестировал став от версты, и если вы шарите в показателях, сейчас немного дам вам цифр. Показатель паропроницаемости 120 тысяч, а показатель водонепроницаемости 20 тысяч. Технологичность — это великолепно, это важно, но не менее важно, как вы внешне выглядите. То есть хочется, чтобы ваш костюм радовал глаз, чтобы он был интересный. И лично я, посмотрите на этот комбинезон. Ну, это пушка. То есть это какие-то «Звездные войны» 2200 года. Вы просто в будущее перемещаетесь. То есть я просто в восторге. Для моих подписчиков, друзей, корешей, для моих хейтеров есть специальный промокод лично от меня на скидку в 15%. На любую одежду верста этот промокод СОБОЛЕВ. Чтобы посмотреть весь став от версты, курточки, комбинезоны, штаны, просто по ссылке переходите в описании к этому видео и смотрите, выбирайте, заказывайте, наслаждайтесь. А сейчас я расскажу про большие горы, где можно начать сезон и где его продолжать, где можно очень круто покататься во фрирайде. Как вы думаете, о чем я говорю? Сочи, курорт Красная Поляна, это Архыз, это Эльбрус и это Домбай. На этих курортах сезон начинается в разное время, разная инфраструктура, а также разные цены на отдых в этих местах. Я бы расположил эти 4 места в порядке убывания стоимости отдыха на этих курортах следующим образом. Самый дорогой — это Сочи, потом идет Архыз, потом Эльбрус, а потом Домбай. Первым у нас открывается Эльбрус, потому что это высокая гора, это ледник. Эльбрус начинает работать примерно в середине ноября, но не надо рассчитывать на большое количество осадков. У нас есть Архыз и Домбай. Там сезон открывается примерно в конце ноября. Та же самая история со снегом. Надо ждать осадков. Сочи чаще всего открывается к концу декабря, примерно в 20-х числах перед Новым годом. Но фрирайд в конце декабря в Сочи — это большая удача. Чаще всего обильные снегопады начинаются в начале января. Я хотел бы остановиться на курортах в Сочи, потому что это мои любимые курорты, и рассказать о них подробнее. Разберем курорты Красной Поляны с точки зрения фрирайда. У нас есть Роза Хутор, Горки город и Газпром. Первое, что хочется сказать, курорт Горки город, я там во фрирайде катался пару раз. Почему-то у меня не лежит душа к фрирайду в этом месте. Потому что, видимо, один раз я спускался там, катался, и нам пришлось идти 15 или 20 минут. Это один из самых популярных там маршрутов. И я такой: ребята, мы идем пешком, когда можем кататься. Вот. У меня большие вопросы появились к этому курорту, конечно, после этого. Я его не очень взлюбил. Потому что, если мы говорим про фрирайд на Роза Хутор или на Альпике, мы можем просто нон-стопом кататься по пухлому снегу, по интересным маршрутам. Не надо отстегивать сноуборд, не надо никуда идти, то есть тратить на это время.
На втором месте у меня по фрирайд маршрутам находится курорт Роза Хутор. Конечно, это один из самых популярных курортов, там очень много людей, там часто бывают очереди, но если ты знаешь хитрые маршруты, знаешь во сколько, где лучше кататься, то в целом можно пережить эти большие пробки. Но очень много, на Роза Хутор очень много интересных маршрутов, особенно они подходят для новичков. Есть там маршруты, когда прям под подъемником поля свежевыпавшего снега, и можно просто подниматься на подъемнике и скатываться. То есть попробовать какие-то сделать первые шаги во фрирайде на таких открытых участках. Я считаю, что это для новичков классный шанс просто попробовать, что такое фрирайд, что такое пухлый снег. Это очень интересно, я за это обожаю Роза Хутор. На первом месте у меня находится курорт Альпика, это Газпром. Там, конечно, можно разгуляться. Угадайте, что там есть? Большие дропы! Очень классные, интересные маршруты, очень сложные маршруты. То есть под мой уровень катания прям вообще идеально. Там есть лавинные заборчики, которые сдерживают снег, с них можно прыгать, бомбить вообще, я обожаю это, обожаю прыгать во фрирайде, вот. Короче, Альпика в этом плане меня очень радует, но есть, конечно, на Роза Хутор некие тоже маршруты, до которых я еще не дорос, объективно понимаю, они очень опасные, и я даже туда не суюсь. То есть именно вот на этих маршрутах проходили соревнования там FAVQ 3 звезды. Вот. Там действительно страшно. Я даже туда пока особо не лезу. Только вот на соревнованиях нас туда пустили. Что еще хочется сказать? В общем, Сочи офигительное место для фрирайда. Если вы живете там в Москве, Питере, просто смотрите прогноз погоды и покупаете билет под прогноз, прилетаете, 3 дня можно отколбасить, откататься, получить максимум эмоций и улететь обратно. Вот так вот прекрасно можно там отдохнуть. В Сочи можно кататься примерно до середины апреля, и в это время проходит много разных кемпов, музыкальных фестивалей, строятся большие парки, выступают диджеи, все катаются, все уже прыгают на каких-то трамплинах, джибят на фигурах, отдыхают, веселятся, апрески, ну то есть вообще все, что можно придумать. Конечно, в это время уже нет свежего снега, то есть такое там вообще практически не бывает, уже такой чуть-чуть подтаявший снежок, но кататься можно получать удовольствие. Конечно, в середине апреля в Сочи уже погода в районе нуля, иногда и плюсовая погода на горе. Как одеваться в таком случае? Вам необходимо надеть вниз термуху и сверху просто куртку или комбез. Все. Никакого утеплителя не надо, иначе вы просто вспреете, зажаритесь как яичница. Ну, очевидно же, да? И помните, никогда не надо экономить на себе и на своем здоровье. А наша экипировка – это первая защита здоровья. Выбирайте для себя лучшее, так сказать. Еще хочется сказать про Абхазию. Она находится очень близко к Сочи. Ехать туда 1,5-2 часа от Красной Поляны. И уже в Абхазии действительно есть дикие горы, и можно сделать прям такие классные спуски, где вообще нет людей. Невероятная красота, похожа на Камчатку, спускаешься и видишь море. Ну это волшебство, ну прекрасно же. Да, такое развлечение есть в Абхазии, а также в Абхазии можно зацепить заброски на вертолете. Да, это удовольствие не из дешевых, но это совершенно другие ощущения, когда вы садитесь на вертолет, летите, высаживаетесь и делаете полноценный спуск по какой-то дикой природе. Это просто что-то с чем-то. Да, это можно делать в Абхазии. И, кстати, это можно делать на границе Абхазии и Сочи. То есть я знаю, что ребята из Сочи тоже на вертолете возят куда-то. К счастью, есть 2 места, где это можно сделать. Первое – это Эльбрус, и второе – это Хибины, Кировск. На Эльбрусе в это время я не был, но знаю, что там есть маршруты с нерастаявшим снегом. То есть там высота большая у самой горы, и там, в принципе, можно в апреле кататься. У них сезон длится чуть ли не до июня, что ли, на Эльбрусе. И второй курорт, конечно, это Хибины. Вот про Хибины хотел отдельно сказать, выразить большущий респект.
очень большое количество ребят приезжает именно в Хибины покататься, закрыть сезон. Это апрель и вплоть там до начала мая сезон продолжается. Там офигительно подмороженный такой снежок. То есть не растаявший, а именно такой классной кондиции зимний снег в апреле. Там очень широкие трассы, там классные перепады высот. Это невероятно круто для тех, кто хочет, в принципе, научиться кататься, научиться карвить классно. И там можно разгуляться вообще по полной. Но там ближе к 2 часам дня, к обеду, уже начинает подтаивать в это время. Но с утра до обеда можно качественно покататься, потренировать карвинг, а потом уже отдохнуть под солнышком, вообще закрыть сезончик как надо. Также в Хибинах не так много людей, как, например, в Сочи в разгар сезона. Да, бывают какие-то очереди на подъемнике, но ты их просто не ощущаешь, если ты покатался в Сочи в середине сезона. Так что Хибины – идеальное место для того, чтобы закрыть этот великолепный сезон. Друзья, пишите в комментариях те курорты, про которые я не рассказал. Делитесь своим опытом, где вы покатались во фрирайде, где вам понравилось, а где вам не понравилось и почему. Я уверен, что я не все перечислил в этом ролике. Не все передал, что могло бы быть полезно остальным райдерам. Многие читают комменты и увидят ваш коммент. Я тоже читаю. А ты читаешь? Тоже читает. В общем, лайкусики, комментарии, подписочки, все это приветствуется, потому что мы продвигаем каналчик, вырываемся вперед, ближе к 100 тысячам. Всем пока.